Привет! Сегодня мы поговорим о пятом типе телосложения. Что же это такое? Есть надпочечный тип при высоком кортизоле, гормоне стресса. Щитовидный тип телосложения с низким уровнем гормонов Т4 и Т3. Отвечает за прибавку в весе по всему телу. Для него характерен отвисший живот. Следующий тип — яичниковый. Грушевидное телосложение, больше массы на бедрах, на их внутренней поверхности и в зоне галифе. Этому виной высокий уровень эстрогена. Затем идет печёночный тип, характерен выпирающим животом в форме мяча. Это говорит о нарушении в работе печени и пониженном гормоне роста. И какой же пятый тип? Поджелудочный. Высокий инсулин, инсулинорезистентность. Понятно? Идем далее. В чем же сложность? У многих смешанный тип телосложения. У них есть различные симптомы. Определить ваш первичный тип телосложения очень легко, как и основные причины, его определяющие. То, что послужило толчком. Вот пример. Форма тела при надпочечном типе очень схожа с формой поджелудочного типа. Но у них две разные причины. Первая вызывается стрессом. Например, вы перенесли операцию, травму, несчастный случай, развод, или вы годами жили в напряженной обстановке, уровень кортизола был высоким, и вы располнели. И это могло привести к телосложению надпочечного типа. Либо, скажем, вы ели много сахара, или простых углеводов, или просто часто ели. Это тоже может стать причиной телосложения, внешне схожего с надпочечным типом, обвисший живот и полная талия. Так что, просто взглянув на тело, нельзя точно сказать, чем вызвана проблема. Может, стрессом, а может, пищей. Рассмотрим печёночный тип. В чем здесь причина? Жирная печень, цирроз, воспаление печени, например, гепатит. Причиной может быть вирус или алкоголизм. Но жирная печень может также быть связана не с алкоголем, а с инсулином. И это может привести к печёночному типу телосложения. Понимаете? Что же касается яичникового типа, его причиной обычно служит эстроген из окружающей среды. Это химические добавки в ГМО-продуктах, пестициды, средства от насекомых и сорняков, противозачаточные таблетки или что-то в среде, имитирующее эстроген, приводит к такой форме тела. Далее щитовидный тип. При нем прибавка в весе идет по всему телу, но это обычно происходит из-за высокого уровня эстрогена, который может привести к гипотиреозу. Либо при повреждении печени щитовидка не может преобразовать гормон Т4 в Т3, то есть проблемы с печенью могут привести к проблемам с щитовидкой. Поэтому главный вопрос — когда вы стали приобретать ту или иную форму? Когда заметили те или иные симптомы и что произошло прямо перед этим? Это подскажет вам, что в первую очередь привело к этому телосложению, чтобы можно было повернуть это вспять. Была ли стрессовая ситуация, операция, развод, еще что-то? Или все дело в сахаре? В таком случае нужно скорректировать свою диету. Самые основы. Или виной всему химикаты, гормональные разрушители. Ешьте гораздо больше крестоцветных, чтобы очистить организм. Или дело в алкоголе. В таком случае нужно перестать пить. А может, повлияло лекарство, например, стероиды. У меня есть несколько видео об употреблении стероидов и о том, как устранять повреждения. Или вы просто подхватили вирус. Вирус может разрушить печень, а также повлиять на щитовидку. Поэтому нужно смотреть гораздо глубже, не только на телосложение. Далее. Кортизол, эстроген и инсулин — это три гормона, отвечающие за отложение жира. Это доминирующие гормоны. Наличие любого из них блокирует действие всех гормонов, сжигающих жиры. Понимаете? Например, Т4 и Т3 — гормоны щитовидной железы. И еще один важный гормон — это гормон роста. Если эти два повышены, эти будут подавлены. Поэтому чаще всего щитовидный и надпочечный тип вторичны по отношению к этим типам. Понимаете? Ведь эти доминируют. Из этих трех инсулин является самым доминирующим.
В реальности самым распространенным типом, пожалуй, будет поджелудочный. Но внешне может казаться, будто у вас печёночный, надпочечный или даже щитовидный тип. И все из-за влияния инсулина на остальные железы. Подведем итог. Разберитесь, когда возникла проблема с формой тела, когда появились симптомы. И попытайтесь выяснить, что стало причиной. Стресс, диета, вредная среда, алкоголь, лекарства, инфекция. Это и подскажет, как справиться с последствиями и решить проблему с вашим типом телосложения. Если вам понравилось видео, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новостей.